Здравствуйте, друзья! Вот сегодня я хочу заточить ножик и попробовать на стойкость вот бруски. Это вот производство современное сейчас. А вот это вот 3 бруска. Вот эти 2, значит, современные, а вот эти 3. Это производство СССР. Посмотрим, как они сейчас нынешние точат, как они абразивная у них стойкость, как себя ведут при заточке. Большой брусок двусторонний. Здесь вот крупное зерно, мелкое зерно. И здесь уже, здесь уже одинаковая такая лодочка, уже как доводочный. Это вот современные. И вот бруски СССР. То есть это крупное зерно, среднее зерно. И вот это для заточки уже опасных бритв. Вот такой вот уже. Тут уже совсем меньше нулевого. Тут, наверное, 2000-е, как не меньше. 3000-е, наверное. И вот взял вот такой вот ножик. Это вот сталь 65 Х13. И вот начну. Он туповатый. Начнем с крупного зерна. Мочить я ничего не стал. Потому что если я его сейчас их намочу, ничего не видно будет. Как крошка, как он себя ведет. Это вот в качестве эксперимента. То есть, как стойкость его не будет видно. И вот начнем мы. Значит, вот ножик держим под определенным углом. Ставим его, ну, наверное, градусов, наверное, на 30 мы заточим его. То есть, на каждую сторону по 15 градусов. И начинаем вот такими движениями. И посмотрим, как он держится. И начинаем как бы его срезать. То есть носик и по всей длине ножа. Вот смотрите, уже началось. Смотрите, вот пыль аж идет. То есть я соскребаю брусок. Сталь 65 Х13, как я уже сказал. То есть вот современный брусок, смотрите, как он точится. Я его просто режу. Давайте на другую сторону. То есть, смотрите, видите, вот уже сколько крошки специально сейчас вот сюда вот смету. Поглядите, что творится. Я намочил, чтобы они на столе прочно держались. Вот он результат. Потому что если бы смочил водой, ничего бы видно этого бы не было. Просто была кашица, ее сгребай и все. Вот так вот намного наглядно. Начинаем здесь. Тоже так же 15 градусов делаю. Вот могу носик. Потом перейду на всю плоскость ножа. Специально я, конечно, не режу, я точу ножик просто. То есть вот как бы на лезвие ножа работаю, чтобы он лучше заточился. Просто его точу. Ножик туповатый, его все равно точить надо. И в угол стараюсь выдержать. Но мне кажется, что я просто брусок нарезаю. Просто вот как деревяшка. Посмотрите, что творится с брусочком. То есть с ножа килограмм стряхаю. Из бруска. Ничего. Дальше смысла, наверное, нету на этой стороне. Сейчас переходим на более мелкое зерно. Тут вот уже помельче. Так, надо вот этот брусочек в сторону убрать, чтобы его не обсыпать. Потому что он мелкий, а я его крупным сейчас камнем обсыплю абразивом. И потом будет по-крупному точить. А нам надо, чтобы он мелко делал. Убрать в сторону. Начинаем вот. Переходим к более мелкому. Также все попадаем в 15 градусов эти. Носик сначала. Потом вот. Вообще лучше плавненько вот так идти. Начинать от носика и потом по всему этому телу ножа. Вот, продолжаем на мелком зерне. На более мелком. Сейчас посмотрим здесь.
Вроде сильно не давлю. Держу вообще как бы слабенько. Давайте результат глянем. Что у нас на второй стороне. На второй стороне уже мельче. Она более стойкая, потому что мелкая. Переходим на вторую половинку ножа, на вторую сторону. Торопиться не надо, давить тоже не надо. Вот. Точим. Носик подточим. Кончик. Ну, давайте глядеть. Сейчас вторую сторону выточили. Вот с ножа посыпалось. Ну, тут более-менее сторона держит. То есть вот эта вот сторона вообще, от этого бруска совсем вот почти все высыпалось. Если бы подольше сейчас что-нибудь поточил, уже бы была вот такая вот яма. Его потом выправлять. Ну, здесь более-менее. Убираем в сторону. Берем более мелкий. Ну вот, взял более мелкий. Он с двух сторон. Это просто сейчас водой намочил она в водичке. Тут ничего такого. Она с двух сторон одинаковая, эта лодочка. И начинаем. Также угол выдерживаем. Сильно не давлю. Да уже видно, вот видите, уже началось. Ножик-то мы сейчас точим как бы на мелком, да? А вот когда перейдем вот сюда, здесь же мы начнем с крупного, мы опять его будем тупить, но не в том дело. Просто это проверка стойкости еще абразивных брусков и степень заточки проверить. Ну, точить-то они, конечно, наточат. Но опять же, как наточат? И вот, смотрите, вот как я уже показал, как они крошатся. Надо, чтобы одинаково по всей плоскости доходить. Можно даже было какое-нибудь возвышение поставить, потому что, когда ручку держишь, то тебе, чтобы за стол как бы препятствия не было, приходится вот так вот держать. Не очень удобно. Ну, ничего. Не все же должно быть удобно. Ну, давайте глянем, что тут у нас сыпется. Ну, тут более-менее, тут уже брусок более-менее достойный. И вторую сторону начинаем. Носик этот попасть в кончик. Можно, конечно, и так точить, но это не очень удобно. Вот как бы с носика и на заднюю часть переходим. Давить не надо. Также в 15 градусов. С кончика. Ну все, наверное, хватит. Посмотрим, что на ножике. Давайте
Ну, тут брусок более-менее достойно поработал. С водичкой будет хорошо вот этот доводочный. Ну, вот это еще более-менее. Как бы подкрашивается. Все равно стойкость не очень, но он и должен выкрашиваться. Но опять же как? Вот этот совсем как бы качество никакое. Полбруска, грубо говоря, сточил. Вот этот уже более-менее. Ну вот что я хочу сказать вот о современных брусках. Ну вот этот брусок, то есть он вообще ножик как бы, вот давайте с ножа начнем. Смотрим, как вот он. Ножик практически не заточился, потому что этот брусок, он просто сталь нарезала брусок. То есть заточки никакой практически. То есть этот брусок бы сейчас что-нибудь потверже еще взять, это вообще как бы 65 Х13. Если взять потверже сталь, допустим, 95 Х18, у нее твердость побольше, это вообще бы, а если еще и быстрорез, он еще тверже будет. Ну, то есть из быстрорежущей стали что-нибудь. Этот брусок бы вообще сточился просто, он бы исчез. То есть он никакой практически. Заточки как бы не произошло. Точил только вот этот брусок. Этот брусок нарезался ножом. То есть мы брусок точили, грубо говоря, а не ножик стачивали. То есть делаем вывод, что брусок вот этот вообще практически не рабочий. Он только подойдет для чего-нибудь мягкого, да и то как бы. Ну вот, то есть делаем вывод, ножик не наточился. Точил только один брусок, вот этот мелкий. Ну и давайте перейдем теперь на бруски СССР. Берем, значит, нашу тряпочку, чтобы бруски не елозили. Вот у меня вот такой маленький, правда. Большого широкого нету. Ну и на маленьком будем. Посмотрим, где более-менее ровненькая сторона. Вот на эту, более-менее гладенькая. Брусок не использованный, просто лежал. И начнем. Ставим также угол 15 градусов. Сейчас мы, получается, после вот этой заточки будем его тупить. Ну, все равно мы подводик. Подвод это вот это вот. Это вот спуск. Тут, кстати, спуски от обуха. А подвод это вот эта вот часть. Вот уже, видите, где вот она. Тут буквально сколько тут? Ну, миллиметр, может, полтора. Вот это вот, которая блестит. Это вот мы сейчас формируем подвод. Он же как бы и заточка. И вот начнем вот с крупного. Ставим под углом 15 градусов. И начинаем те же самые движения. Брусок, как я уже сказал, я не мочу. Уже по ощущениям. Вот здесь вот я уже точу. Точу я уже ножик. Брусок, конечно, тоже крошится. Он и должен стачиваться. Но я чувствую, как уже работает он. То есть он снимает сталь. То есть вот носик. Специально не давлю, это вот он как бы... И давайте посмотрим. Вот видите, как заблестело сразу. Там практически я даже не показывал, потому что там вот, видите, вот сейчас вот хорошо попал. Тут уже формируется вот этот подводик, то есть брусок прям работает. Стачивается сталь, но меньше всего стачивается, конечно, брусок. Как бы придется на две части ножик делить. Сначала вот эту носик и среднюю часть, а потом заднюю часть ножа выточим. На две половинки. Брусочек, потому что маленький. Доточить можно хоть как угодно, лишь бы заточился. Ну, давайте посмотрим. Одну сторону прошли. Сейчас вот как брусок. Вот, смотрите. Грубо говоря, вот сколько насыпалось. Я и не вижу. А насыпалось, скорее всего, немножко бруска и стали. Вот она исчертила даже брусок. Посмотрим, вот, что мы точили. То есть вот. Видели, как точится? Давайте с другой стороны. Выдерживаем 15 градусов наших. Сейчас сначала одну
половинку наточу, потом вторую. Брусочек маленький, придется ножик на две части как бы делить. Можно так сделать. Точит. Да он прям точит, прям чувствую, что сталь точится. То есть камень стачивает сталь, а не наоборот, как вот на вот этом вот. Мы точили брусок, как будто деревяшка какая-то. Да вот я чувствую сейчас, ножик прям охота работать на нем. Он вроде маленький, совсем никакой, грубо говоря, походный брусок. Но на нем прямо одно удовольствие работать. Да вот даже по звуку слышно, что сталь стачивается. С этой стороны еще немножко подточим. Вот с этой. Да я уже чувствую, ножик заточился. Ну, сейчас стойкость, вот его опять. Вот. 3 крошки камня. Вот. Чтобы вы видели. И будем переходить на брусок более помельче. То есть вот на такой. Смотрим ножик. Вот смотрите наш подводик. Как формировался. Конечно, подольше надо точить, но чтобы у вас много времени не занимать, начинаем. Также 15 градусов. Ну, все то же самое. Попадаем в этот же подвод и начинаем. То есть, ну, с кончика на серединку. Брусочек маленький. Я его вот держу. Как бы не брусочек, а ножик. Брусочек маленький, ножик приходится держать вот так вот, чтобы... Кулак у меня, потому что если вот так вот держать, я не попаду в ножик. То есть я не попаду в угол заточки. А он тоже точит. Опять же, такой характерный звук. Сталь звенит аж. Давайте вторую сторону, а потом посмотрим, сколько насыпалось с него. Давно вручную не точил. Все равно навык нужен. И здесь немножко поправим сейчас. С одной и с другой стороны. Потому что если точить ножик, так заточить тогда. Мы же не брусок нарезаем, а ножик точим. Ну вот, посмотрим, что там у нас. Да вот, 3 крошки упало. Это вот с 2 брусков.
Откладываем в сторону. И берем вот для таких вот, для опасных бритв брусочек. Тут уже, да, тут на зерно 3000 даже. Тут 2000 даже, по-моему, там 1500 даже и не пахнет. Берем и начинаем. Вот и фунтик пришел к нам. Как так, хозяин занят чем-то, говорит, а котом не занимается. Фунт, ну дашь наточить-то нам, нет? Пришлось немножко прерваться. Кот Фунтик тут бродил. Но он тоже принимает участие. Вон он на столе. А мы продолжаем. Брусочек очень меленький. И поэтому это как уже доводка своего рода. Да не своего рода, а доводка. Режущие кромки. Для опасных бритв это вот это все. Это, наверное, годы 60-е. А может и 50-е даже. Перейдем на другую сторону. Были бы подлиннее бруски, конечно, я бы сразу попадал бы во все бы это, во всю плоскость ножа. Приходится вот так сначала на две половинки делить ножик. Давайте эту сторону. Да тут абразива, по-моему, и вообще не будет. Ну, будет, конечно, съем металла. И другую сторону. Сейчас мы проверим брусок и нашу заточку. Давайте глянем, что у нас тут. Тут вообще ничего нету. Какой-то интересный брусочек. Я не знаю даже, что состав, какой состав. Тут ничего не написано. Убираем его в сторону. Ну вот. Вот они, наши 3 советских бруска. Вот с них сколько накрошилось. Ну, советские, конечно, я не знаю. Они, наверное, на 2 головы впереди идут. И сейчас проверим мы, как заточили. Точить одно удовольствие, кстати. Они хоть и маленькие, но прям охота доработать. Вот здесь тоже как бы, вот на этом еще можно. Такой вот средний, как бы, средний брусочек. А вот это вообще невозможно. Это одна нервотрепка. Вот проверим на листочке, что мы заточили. Точил неусердно, так просто. Ну, подрывает, конечно, но... Ну, ножик-то я наточил. Ну, еще дальше, если продолжить, но, понимаете, в чем дело? Наточилось. Если у кого-то остались старые вот эти вот брусочки, СССРовские, никуда их не выбрасывайте. Они еще будут работать долгие годы. То есть, ножик заточился. И они еще долго-долго могут свою работу выполнять. Вот, спасибо за внимание. До свидания.